Сила света делает мультимедийные штуки. Максимально много разных вещей, разных задач с технической точки зрения, с художественной точки зрения. Работа с пространством, работа со светом, работа со звуком. Для меня это до сих пор как графический дизайн, только в движении. У меня достаточно стандартный инструментарий для всех ребят, кто работает в индустрии. After Effects, Cinema, 4D, щепотка Houdini маленькая. Я жалею, что не закончил высшее образование раньше, потому что сэкономил бы массу времени себе. И сейчас меня это научило ценить свое время. Лучшее учебное заведение — это классная студия. Идти даже когда вообще ничего не умеешь, врать на собеседовании, просто главное, чтобы тебя взяли, и тут ты научишься работать. И люди тебя будут тянуть. И если ты хочешь, то все будет хорошо. Мне нравится подходить просто очень часто к задаче, как будто я первый раз ее делаю, как с чистого листа. Типа, очень часто можно слышать фразу «не изобретать велосипед». Я обожаю изобретать велосипед. Я могу свернуть чуть-чуть в другую сторону и прийти к каким-то решениям техническим или визуальным, немного отличающимся от того, что я делал. Потому что в противном случае это будет просто как наслаивание такое на то, что у меня уже было. И это тоже круто, но вот мне больше нравится такой подход. Я люблю анимировать партиклы. Это когда куча, какое-то облако из точек обволакивает какие-то объекты, формирует какие-то абстрактные формы. Мне вот это очень интересно, ко мне приходит здесь за этим. Есть очень классный чел АНФ, немецкий художник, мультимедиа-художник. Это круто, потому что это не нарративная вещь, она просто такая созерцательная. Это все просто про визуальные метафоры. И мне кажется, что вот этот чувак очень круто с этим работает. Это Ник, он круто работает с соединением звука и картинки. То есть оно на самом деле может выглядеть с визуальной точки зрения не очень плотно, но в контексте выступления, живого выступления, и когда начинает работать звук, когда начинает работать свет, когда все это дополняется экранами, это круто. Мы же все здесь фан ловим на самом деле. Вот эти все вещи, мы же там не людей в космос запускаем, не лечим от рака никого. Это просто, это фан. Оно должно таким оставаться. Когда появляются серьезные щи, это звоночек. Надо немножко как-то выдыхать. Когда у меня есть свободное время, обычно это как такое свободное рисование, когда ты отвлекаешься и можешь что-то наскетчить, такое неконкретное, абсолютно не привязанное. Процесс примерно такой же, только инструментарий вот такой. Его кайф в том, что это не набор инструментов, а это ты инструменты себе собираешь сам здесь. И вторая половина Houdini состоит из первой половины Houdini. Справа нодовый редактор. Здесь происходит вся магия. По сути, слева и справа на самом деле происходит одно и то же. Просто слева визуальная интерпретация, справа вот такая сеть из нод. Одна нода — это инструмент или команда. То есть ты берешь какой-то объект, другой нодой мы можем его деформировать. Это как дерево, и я на любом этапе работы могу возвращаться наверх и менять какие-то параметры. И это все будет отражаться на том, что происходит внизу. То есть это не как работа в фотошопе, условно, когда ты что-то сольешь, и потом не можешь вернуться, ты уже с этим работаешь, с вот этой растровой штукой, а здесь у тебя полный контроль и гибкость. Это проект презентация Audi A7 в Германии. Это сцена, над которой я работал. Структурно сцена — это такой тоннель в форме бублика, через который условно пролетают все участники шоу. В какой-то момент там появляются два контура автомобиля, один с одной стороны, другой с другой стороны, потому что зрители сидят по кругу. То есть бублик, партиклы, две тачки. Работая над проектом, я использовал Cinema 4D. Вся анимация 3D-шная была сделана здесь.
И дополнительные, весь композ и какие-то дополнительные мелкие вещи были сделаны в After Effects. Сцена выглядит вот таким образом. Все партиклы отрендерены здесь, машина отрендерена здесь, анимация тоже вся здесь. After Effects — это уже накручивание каких-то постэффектов и именно собирание всех вот этих слоев в цельную картинку. Выглядит богато. Кто-то точно скажет, что есть законы, по которым мы можем повлиять на поведение человека, на его восприятие вот визуальной штуки какой-то. Мне не нравится на этом уровне работать, потому что я не хочу манипулировать зрителем. Самый кайф — это когда условно зритель может стать твоим соавтором, что ли. Может, это звучит немного постмодернистски, но когда ты можешь само значение упаковать в еще одно значение, и ты можешь объяснить, донести до людей, почему вот это решение крутое, и оно будет работать, ну вот это высший уровень реально. Все, что на самом деле считается не банальным вот сейчас в визуальной культуре, когда-то было просто абсолютно неприемлемой дичью. Ну то есть, а сейчас на это все смотрят как, ну, на абсолютно привычные образы. Так что дичь — это классно, надо делать дичь. Нарратив и история, она, мне кажется, сильно переоценена. И вот есть, например, такой жанр satisfying video. На Ютубе, в Инстаграме куча таких видосов. Это ж прям феномен такой, как АСМР. Людям просто приятно смотреть на какие-то вещи. Люди могут залипать на какие-то штуки. Это какое-то природное явление. Или какой-то процесс там производства, или еще что-нибудь. Но он выглядит настолько притягательно, что тут уже, наверное, какая-то глубинная человеческая природа работает. Если человек что-то посмотрит и почувствует, что он как-то, ну, отдохнул, вот это уровень. Если при этом ты еще смысл туда положишь, это просто вышаг. Ну, то есть это признак просто потрясающего профессионализма.